Друзья, всем привет! С вами Виктор, вы на канале про часы. Сегодня мы находимся в очень необычном месте. Это Александровская Слобода. Здесь находилась резиденция Ивана Грозного. И именно в этом месте сохранились единственные уникальные русские часы. Часы, которые не похожи на те, которые мы видим сегодня. Я уже давно хотел рассказать про историю часов, про башенные часы, и в сегодняшнем видео мы немножко затронем эту тему. Итак, первые русские часы, которые находились именно на этой колокольне, сегодня в этом видео. Поехали! Возможно, у кого-то это вызовет удивление, но есть огромная вероятность, что до Петра I на Руси было совершенно другое исчисление времени. Часы, которые вы сейчас видите, единственные, которые сохранились до наших дней. Да, циферблат этих часов реконструкция, но вот части механизма и гири сохранились. Эти часы были установлены при правлении Ивана Грозного и сейчас находятся в музее Александровской Слободы. Когда-то именно здесь располагалась резиденция русского царя Ивана Васильевича. Давайте попробуем разобраться, что в них особенного. Как видите, на этих часах нет привычных нам сегодня стрелок. Одна стрелка, если так можно выразиться, часовая, выполнена в форме солнца и неподвижно закреплена над циферблатом. А вот уже сам циферблат вращается, и, что интересно, против часовой стрелки. Это направление правильно с точки зрения астрономии, ведь именно так вращаются планеты в Солнечной системе. На этих дисках циферблата неожиданно 17 делений. И что интересно, метки дублируются старославянскими и арабскими цифрами. Вероятно, что арабские цифры были в обиходе на Руси гораздо раньше, чем в Европе. А в центре циферблата мы видим звездное небо. Выглядит действительно красиво, но скорее всего это была исключительно декоративная часть. Что нам говорит официальная история? На Руси было летом 17 дневных часов и 7 ночных, а зимой, когда дни короче, 7 дневных и, соответственно, 17 ночных часов. Да, если взять продолжительность светового дня в этой полосе, то как раз в дни летнего солнцестояния получается 17 современных часов. Но мне почему-то кажется, что все было гораздо сложнее. Ведь вполне возможно, что было не 24 часа в сутках и не 60 минут в часе. Ведь и другие старославянские величины кардинально отличаются от современных. Увы, докопаться до истины нам вряд ли удастся. После прихода к власти Петра I прошли глобальные изменения и в обиход пришли европейские величины. Кстати, именно Петр I привез в Россию современные часы. Их тогда называли часами с немецким циферблатом. А как же работали эти часы? Опять-таки, по официальной версии, у каждых часов был свой часовщик. Он периодически управлял часами вручную и переводил диск на единицу в момент рассвета, и таким образом начинался отсчет дневных часов. И, соответственно, с закатом ночных, опять начиная с единицы. Такая система, на мой взгляд, была совершенно неточной, ведь помимо человеческого фактора добавляется и погода. Если небо плотно затянуто, пойди разбери, встало уже солнце или нет, и получается, что весь день наперекосяк. А может, это выражение оттуда пошло? Скорее всего, правды мы уже и не узнаем, ведь все такие часы были уничтожены, а воспоминания о них не отражены должным образом в открытых источниках. Судить по системе и механизму довольно сложно, совсем мало уцелело, но меня заинтересовала одна шестеренка. Обратите внимание, что есть странное место, и там явно был какой-то переключатель. Все же я думаю, что механизм был гораздо сложнее, чем часовщик, наблюдающий за рассветом. Интересно, что такие же часы были установлены и на башне Московского Кремля. На гравюре 17 века отображены часы Спасской башни. И на ней мы видим такие же часы с отображением времени и с 17-часовым циферблатом. А верхние часы, по всей видимости, являлись чем-то вроде календаря. Там уже 12 делений, напоминающих знаки зодиака. А сейчас на Спасской башне место, где были часы, вообще пустует, а куранты вмонтированы туда, где располагался зодиакальный календарь. Удивительно, что даже по размеру куранты не совсем вписываются. Пришлось частично убирать колонны. Ощущение, что часы были сняты с другого места, а не проектировались специально для башни. Я обязательно изучу этот вопрос, и если вам будет интересно, сделаю отдельное видео именно о наших современных курантах. А наши русские часы, видимо, останутся только в истории. Разобраться, что и как там действительно работало, довольно сложно, и тут необходимо провести колоссальную исследовательскую работу. Возможно, когда-то наши часовщики обратят внимание на этот механизм. Думаю, Константин Чайкин с его любовью к созданию редких и сложных механизмов смог бы это повторить. Ведь это наша история. А пока мы можем видеть эти часы в музее и, неожиданно, в мультфильме «Аленький цветочек» 1952 года. Здесь русские часы тоже мелькают. Правда, в разных кадрах там разное количество делений. 12 и 17.
Если будете проезжать Александровскую Слободу, обязательно рекомендую зайти в этот музей и посмотреть на русские часы. Часы действительно уникальные, часы необычные, и таких часов больше нигде нет. История штука сложная, но надеюсь, когда-нибудь мы узнаем правду. А пока напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Попробуем вместе обсудить и разобраться. А если видео вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр, до новых встреч. Пока.